место, с которого и рядом с которым Бог разговаривал с Моисеем. Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Солнечного Маньяка, и в этом ролике, судя по тому, как я выгляжу, и судя по тому, что происходит вокруг меня, вы могли подумать, что я нахожусь в самом туристическом месте. И если вы так подумали, то вы угадали на все 100%. Сегодня мы в Шарм-эль-Шейхе, в городе, в котором не побывал, казалось бы, только самый ленивый турист. И многие говорят, что он был создан как раз ради тех самых 2 недель, которые случаются даже в вашей жизни, дорогие подписчики, в лучшем случае раз в году. Сегодня мы попытаемся честно разобраться, для чего же был создан этот город. Искусственный он на самом деле или нет? Какими тайнами окутан весь Синайский полуостров и как он переживает новый виток противостояния на Ближнем Востоке. А пока ставьте палец вверх этому ролику, подписывайтесь на мой канал, и мы начинаем. Но для начала нам нужно добраться до Синая. Наш путь не обошелся без приключений. Очередная война на Ближнем Востоке застала нас в Израиле. Автобус до Эйлата, самой южной точки, периодические обстрелы по дороге, погранпереход и веселое 3-часовое путешествие по Синайскому полуострову, которое и позволит нам посмотреть, что тут происходит. Пожалуйста, вся набережная и дома все недостроенные. Зато море красивое. В обычное время здесь, на севере Синая, гробовая тишина. Сейчас же эту тишину нарушают лишь внезапные туристы из соседней страны, ради которых даже пришлось открыть поросший мхом аэропорт Таба. В остальном же здесь категорически ничего интересного не происходит. Ну что ж, друзья, вот мы и приближаемся постепенно к Шарм-эль-Шейху, и что меня больше всего удивляет на нашем пути, конечно же, во-первых, это замечательные пейзажи. Ну а во-вторых, это, конечно, количество блокпостов, потому что оно здесь просто зашкаливает. Благо, когда подходят полицейские, они просто спрашивают, откуда мы говорим, что мы из России, поэтому никаких проблем не возникает, но национальности здесь реально разные. Сейчас, в такое непростое время, с раскаленной обстановкой на Ближнем Востоке, здесь можно встретить и жителей соседних стран, Израиля. Не успели мы погрузиться в глубокую рефлексию о жизни, глядя на эти бесконечные цепочки горных массивов, как подъехали к нашему оборудованному по последнему писку «Все включено» туристическому оазису. Ну что ж, дорогие друзья, спустя примерно 4,5 часа нашей замечательной дороги мы все-таки прибыли. Вот такой вот у нас замечательно открывается вид. И да, мы на месте. Сегодня сил у нас, к сожалению, не остается. Мы отправляемся спать. Ну а завтра мы будем исследовать это замечательное место, полное исторических, на самом-то деле, достопримечательностей. Доброе утро. Мы с первыми петухами, как говорится, отправляемся в самое загадочное и лучшее, на самом деле, место, которое существует. Это монастырь, и находится он примерно в 3 часах езды, может быть, чуть поменьше от Шарм-эль-Шейха, но это уникальное просто место. Это сокровище ЮНЕСКО, как говорится, и оно сохранилось с 5 века. Путь нам сегодня предстоит, увы, не близкий. Снова 3 часа езды по горным серпантинам под рассказ нашего гида о Синайском полуострове, который, как выяснилось, успел сменить нескольких владельцев за последнее столетие. Сначала жили бедуины, знаешь? Потом израильтяне завоевали территорию Египта. Потом государство забрали территорию снова, забрали, построили гостиницы, общежития, дома, аэропорта. Потом туристы к нам прилетели. И хотя многие удивятся и спросят, мол, чего же тут ловить на этом Синае, кроме безжизненной пустыни, за что боролись все эти народы и что им было нужно, я отвечу вам, что и в древнейшие времена за Синай шла борьба, только не стратегическая, а духовная. Ну что ж, дорогие друзья, я стою сейчас в этой огромной пустыне, в гробовой тишине и около единственных кусочков цивилизации, потому что только здесь находятся какие-то приспособленные для туристов туалеты, кафешки и так далее.
А значит, сегодня мы на Синае, в том самом месте, которое настолько важно для всех трех авраамических религий. Именно здесь случился выход, исход, так называемый, из Египта под предводительством Моисея, который длился 40 лет. Именно здесь находится самый старый православный монастырь в мире, а именно монастырь Святой Екатерины. И именно здесь почитаемое место для ислама тоже. И на самом деле, стоя здесь, ты думаешь, какой же я человек маленький по сравнению с тем, что сотворила природа. Тем не менее, несмотря на то, что Синай служит местом для монашеского уединения и паломничества, духовные интересы здесь зачастую сталкиваются с туристическими. Для туристов, для паломников строили, еще строить. Раньше давно так не было, ничего не было. Просто так была пустыня. Одни согласны, другие не согласны. Одни говорят, это хорошо, работа и бизнес туристам. Другие не согласны. Говорят, что это плохо монастырям, уединение. Однако помимо заготовок под отдельные комплексы, здесь есть и маленькие, словно переносные домики, которые начинают бросаться в глаза по мере приближения к монастырю. Оказалось, что принадлежат они коренным обитателям полуострова – бедуинам. Бедуины – обитатели пустыни. Бавера – мусульмане. Язык у них говорят тоже на арабском, но у них есть тоже свои диалекты. Если они говорят по диалектам, ничего не понимают. Тоже на еврейском языке. Почему говорят на еврейском? Почему на еврей? Или на греческом языке? На еврей, потому что была война между Египтом и Израилем. На греческом, потому что общались с монахами. Давно вместе живут. По территории монастыря сколько монахов? 20 монахов. Служба и работа, работа служба. Поэтому бедуины говорят самостоятельно на еврейском или на греческом языке. Ну вот, наконец, 3 часа серпантинной поездки позади, и мы прибыли к месту нашего назначения. Ну что ж, друзья, мы на территории монастыря. Здесь, конечно, уже оживленнее, здесь есть жизнь, здесь есть верблюды, здесь есть бедуины вокруг. И, конечно же, группа туристов, которых сразу же привозят сюда, в замечательное место, купить иконы, купить масло святое и чего только вы не пожелаете. Чем дольше мы находились на территории монастырского комплекса, тем отчетливее я понимала серьезность ошибки, которую совершила. На самом деле, друзья, та часть, в которой мы находимся, это вообще самая холодная часть во всем Египте, потому что только здесь можно найти заснеженные вершины, и только здесь очень свежая погода. И 2 дня назад буквально, до того, как мы приехали, здесь были также затопления, то есть здесь были очень сильные дожди. Очень редкая погода, конечно же, для Египта, но мы приехали вовремя, и здесь просто свежо. Поэтому, если вы едете сюда, не повторяйте моих ошибок и одевайтесь тепло. И все же с полным принятием совершенной ошибки мы продолжаем наш путь в сторону монастыря, который, между прочим, находится еще дальше и еще глубже в горах. Ну что, друзья, наша, как говорится, не пешеходная тропа закончилась. Удовольствия все позади, потому что сейчас нам предстоит такой небольшой путь. Ну, на самом деле, действительно короткий путь до самого монастыря. Конечно, стоит понимать, что мы прибыли сюда, будучи совсем ленивыми туристами. Утром на комфортабельном автомобиле, после нескольких сладких часов ночного сна. Настоящие же паломники восходят на гору Синай, когда находятся неподалеку от комплекса, еще до полуночи. И всю ночь до самого рассвета добираются до вершины, а некоторые и вовсе остаются на столь священном месте на несколько дней. Друзья, обратите внимание, не очень видно, делаю максимальный зум. Вот там, на самой вершине этой горы, обитают отшельники. Вот вам какой хайкинг, как говорится. И чтобы вы понимали, гора выглядит примерно вот так. То есть там живут люди. Они там находятся, непонятно сколько по времени. На самом деле на этой горе то же самое есть, на самой вершине. Вот так вот. Такие люди тоже бывают, существуют ради благой цели, особенно ради религии. Религия религией, ну а у подножья горы и у входа в монастырский комплекс вас встречают бедуины, которые пытаются впечатлить вас своей продукцией. Горный кристалл, который видели там. Опа. Если они так поставили, так не сломается, это и растут. Да. Сейчас В отличие от торговцев во многих других туристических местах мира, бедуины действительно и работают, и ночуют, и растят детей в одном месте. Здесь, у подножья горы Синай. Друзья, в буквальном смысле
Здесь действительно живут одни бедуины. Кто-то живет в палатках, кто-то перемещается постепенно из других мест соседних. Здесь они молятся, здесь их главные точки торговли. Вот, пожалуйста, все ряды, которые есть на пути к монастырю, все они усеяны бедуинскими палатками. Продают они все, что просто хотите, маму родную или камень, или книжку, или что угодно. С ними, конечно же, можно торговаться. Не забываем, что мы на Востоке. И да, это их корм, это единственное, как они выживают. И единственная возможность – это, конечно, наши дорогие толпы туристов, которые сюда приезжают. Нетрудно представить себе, насколько негустой бывает выручка бедуинов. Особенно в то время, когда сезон едва ли можно назвать туристическим. Именно поэтому зачастую в ход для заработка идут запрещенные приемы в виде привлечения несовершеннолетних детей. Приставал и теперь ходит. Вот так вот за $1 дал, теперь всю деревню кормишь. Больше нельзя. Пробираясь через ряды попрошаек, камней и масел, мы, наконец, добираемся до входа в комплекс. Один только вид на который поражает любое воображение. Это уникальный монастырь, конечно же, святой Екатерины, которая находится в самой северной, в самой холодной части Синайского полуострова. Добраться сюда – это уже, можно сказать, целый подвиг, который мы и совершили. Поэтому какими загадками наполнено это место, что здесь скрывается, что здесь можно найти и чего найти, к сожалению, нельзя, мы узнаем сегодня. Первым делом, глядя на это удаленное от цивилизации место, задаешься вопросом, как же монахи, которые обитают здесь, находят себе пропитание? Оказалось, что они практически полностью обеспечивают себя самостоятельно. Смотрите, друзья, вы беспокоились насчет продовольствия монахов. На самом деле никаких проблем нет. Вот, пожалуйста, грядки. Прямо на территории монастыря здесь выращивают овощи. Здесь есть инжир, деревья. В общем, все, что нужно для жизни. И даже вода, как выяснилось, тоже иногда бывает. Монастырский комплекс поистине можно назвать одним из чудес света в христианском мире. Построенный в период правления византийского императора Юстиниана в середине VI века нашей эры, он пережил исламское нашествие благодаря тому, что на его территории монахи согласились построить мечеть. За всю историю своего существования монастырь ни разу не был поврежден, разрушен или захвачен, а коллекция церкви может похвастаться редкими иконами, деревянными входными дверями 15 столетия и другими артефактами из мира Византии и эпохи крестоносцев. На самом деле это просто фантастика, потому что все иконы, которые находятся в этом храме, в котором нельзя снимать по большей части, все они 5-6 века, то есть на самом деле очень-очень древние. И вот они сохранились практически в идеальном виде. Сам монастырь посвящен святой Екатерине, одной из первых христианских мучениц из Александрии, которая была казнена при попытке обратить римского императора Максимуса в истинную веру. Ее тело после казни исчезло и было чудесным образом обнаружено на самой высокой горе Синая, после чего и сама гора, и весь комплекс был назван в ее честь. Однако мощи святой, равно как и иконы 8-13 века, не являются главной причиной уникальности этого места. Ведь на территории комплекса находится также куст неопалимой купины. Ну что ж, дорогие друзья, позади меня поистине чудесное место. Называется оно Неопалимая купина. Это то самое место, с которого и рядом с которым Бог разговаривал с Моисеем. И есть такая легенда, в принципе, это очевидно, что легенда оказывается правдой, что все эти годы, 3000 примерно, 800 лет, сколько она существует, все это время она благоухает и цветет, и никогда не засыхает. Действительно, Синай известен нам прежде всего по сюжетам из Ветхого Завета. Ведь именно здесь, именно на этом полуострове евреи под предводительством Моисея вышли из Египта и скитались по пустыне. Именно на вершине горы Синай Моисей получил те самые скрижали Завета с 10 заповедями. И хотя ученые до сих пор не нашли подтверждения для того, чтобы назвать какую-то гору горой Моисея, на территории монастыря вам обязательно напомнят все ключевые фрагменты Торы. А вот раз он перешел, вернулся в Египте, и перевел сына Израилева из Египта на Синай. Прохождение моря Моисей стал лидером сына Израилева. Когда они пришли, они уже спросили, как можно жить в пустыне, откуда еда, вода. Знаешь? Бог послал. Дал им манну. Манна небесная. Вот манну. Манну собрали. Сколько лет за манну, сколько лет
манна пришла в пустыне 40 лет. Пришла манна, они собирались. Столько, сколько съесть можно собрать. А сколько раз в день? Раз в день, рано утром. Поэтому на память сейчас подниматься на рассвет. До рассвета манна. Несмотря на то, что все это, казалось бы, являлось частью еврейской истории, именно христиане, такие как мать первого крестившегося императора Константина Елена, установили на месте неопалимой купины часовню, а также колодец, из которого Моисей черпал воду. Друзья, вот он, колодец Моисея. На самом деле не совсем то место, потому что настоящий колодец находится здесь. Но поскольку очень много туристов, в общем, его закрыли, и теперь воду можно набрать отсюда. Но если вы вдруг подумали, что на этом сокровищница древности закончилась, то вы ошибаетесь. В монастырском комплексе при желании можно посетить и небольшой, но невероятно интересный музей икон и религиозных книг, датировка которых поразит воображение любого. Друзья, это, конечно, удивительно. Мы сейчас находимся в музее икон, и все иконы, которые здесь есть, они ни разу не разрушались, ни разу ничего с ними не происходило с 6 века нашей эры. Друзья, много ли мест на Земле, вы знаете, где все в целости и сохранности прожило, скажем так, просуществовало такое количество веков. И именно здесь, именно в этом месте, в Святой Екатерине, весь иконостас замечательно сохранился. В этом удивительном музее можно найти не только иконы и Библии, но и различные подарки, отправленные монахам монастыря от православных государств, некоторые из которых кажутся нам до боли знакомыми. Смотрите, друзья, какие тут удивительные, классные подарки от Михаила Федоровича, как говорится, тот самый первый царь династии Романовых. По количеству и ценности рукописи библиотека монастыря уступает только библиотеке Ватикана, о котором на моем канале уже выходил ролик. Ссылка на него будет внизу, в описании. Из всех 3000 рукописей Синайской библиотеки 2/3 написаны по-гречески, остальные – на арабском, сирийском, коптском и славянских языках. Ну что ж, друзья, можно бесконечно любоваться 3 вещами: как бежит вода, как горит огонь и как красиво выглядят те самые Библии, священные книги 12, 13, 14 века. Здесь они все в оригинале, некоторые в копиях, на греческом языке, на арабском языке, на всех возможных языках. Помимо этого, здесь содержится и письменное объяснение того, почему монастырь ни разу не пострадал в ходе мусульманского нашествия. А вот и разрешение, копия, точнее, от самого пророка Мухаммеда, который разрешил монастырю существовать дальше, после арабского нашествия. Соответственно, поэтому монастырь никогда не разрушали, он имел все легальные основания для дальнейшего существования. И хотя официально говорится о том, что церковь и мечеть здесь мирно сосуществовали всегда, любопытные фотокарточки монастыря из прошлого века свидетельствуют нам об обратном. Смотрите, друзья, небольшая находка. Это фото монастыря, как он выглядел, получается, в 910 году. Вот здесь есть колокольня, да, то есть церковь. А здесь, на этой фотке, посмотрите внимательно, это 19 век, 1868 год. И здесь нету никакой колокольни, здесь только мечеть. Вот так музей оставил нас с большим количеством вопросов, нежели ответов. А мы тем временем двигаемся в сторону выхода из монастыря, поскольку ровно в полдень это место закрывается для туристического посещения. Ну что ж, дорогие друзья, самое время, пока идем назад, поделиться впечатлениями от этого места. Конечно, оно завораживающее. Конечно, таких мест фактически больше не существует на нашей планете. И нужно иметь в виду, когда посещаете его, что все здесь, конечно, очень сильно коммерциализировано. Конечно, здесь все очень быстро. Вы не успеваете отдумываться, вы не успеваете просто собраться с мыслями, порефлексировать, побыть наедине с собой, с вот этими замечательными горами. Вы не успеваете действительно понять, где вы находитесь и насколько это место важное. Потому что вам везде предлагают камни, вам везде предлагают сумки, вам везде предлагают фото на верблюде. Но не могу сказать, что это сильно портит впечатление. Просто нужно иметь в виду, что если вы не паломники, то, разумеется, времени у вас намного меньше. Я бы сказала, даже в обрез. И единственное, что останется у вас в памяти, это фото. В лучшем случае не на верблюде и не за $100, а в худшем случае просто с видом на вот это замечательное место.
Тем не менее, приехать и хотя бы раз в жизни увидеть это место определенно стоит. А теперь посмотрим, стоит ли посетить один из наиболее раскрученных и богатых городов Синайского полуострова. Что ж, друзья, мы прибыли в так называемый город из золота, или, как его принято называть все-таки, город Дахаб. Конечно, это очередной такой очень туристический город. Здесь очень солнечно, здесь, конечно же, набережные, здесь все построено в основном для туристов, но не только. Здесь еще очень развита промышленность, здесь ведутся различные разработки, здесь очень много ценных металлов. Вот. И, конечно, все это вкупе дает очень много денег и, кстати говоря, хороший приток инвестиций. Здесь живет очень много иностранцев. Интересно, что буквально полвека назад Дахаб был маленькой бедуинской деревушкой. И буквально за несколько десятилетий его облюбовали те, кто хочет видеть море не раз в году по горящей путевке, а минимум один раз в день. Друзья, прогулялись мы, конечно, по набережной с вот этими рыночными всякими рядами. Ну, нам очень напомнило одно место. Называется Кабардинка. Мы тоже ставьте лайк. Мы провели в Дахабе не больше пары часов, но даже столь легкое знакомство с местными обитателями оставило у нас очень яркие впечатления. Друзья, я первый раз в жизни просто вижу настолько наглых кошек. Прикиньте, они постоянно просят кушать, я им даю кусок, на меня слетается еще 15 кошек. Официант просит не делать этого, потому что он говорит, это будет опасно реально для тебя. Потому что они все придут сюда и просто они реально лезут в тарелку в буквальном смысле. Да? Ну, вторая тоже пришла. Вот один раз дала кусок, теперь все кошки просто сбегаются на меня. Кошки – это чисто отражение людей. Я так понимаю, во многих местах, здесь в том числе. Ну ладно, придется местным кошкам облюбовывать других посетителей. А мы едем в более туристическую часть Синая, в Шарм-эль-Шейх, изучать достопримечательности которого мы отправляемся на следующий день. Ну что ж, друзья, как вы смеете себе представить, Шарм-эль-Шейх – это исключительно искусственный город, созданный для туристов, поэтому любая растительность, вот эти прекрасные висячие сады Семирамида, они только на территории гостиницы. Но нам, людям довольно молодым, в искусственном раю стало скучновато, и любопытство привело нас к более реальному городу, который находится в 20 минутах на машине от отельных линий. Посмотрим, что же здесь можно найти. Ну что ж, дорогие друзья, мы прибыли все-таки в старый город Шарм-эль-Шейха. Находится он на расстоянии 20 минут езды примерно от линии отелей, от гостиниц, от различных курортов. И сразу перед вами открывается вот такой замечательный вид на, можно сказать, игрушечную во всех смыслах мечеть. Вот так она замечательно выглядит. Конечно, она завораживает. Ну а вокруг рынки, базары, торговцы и все на любой вкус, цвет и кошелек туристов, которые сюда прибывают. Мы приехали сюда в полдень, а значит, атмосфера не такая раскаленная, как вечером, и у нас есть возможность насладиться этим местом, которое чуть больше напоминает Миср, то есть Египет, чем Шарм-эль-Шейх. Это словно кукольная мечеть Аль-Сахаба названа так в честь подвижников пророка Мухаммеда и была заложена еще в 2011 году. Революционные события в стране, происходившие в то время, отложили строительство на несколько лет. И в 2017 году она была наконец достроена. И хотя внутри вы можете найти молящихся, обстановка вокруг нее и на главной площади все еще напоминает нам, что город существует для нас, для белых туристов. Так, друзья, ну все-таки кто подскажет, все-таки смешные цены или грустные? Мы сегодня с Сашей поняли, что мы чувствуем себя просто как будто англичане в любой стране мира. То есть у англичан везде есть вот English breakfast, яйца с беконом, а здесь ты себя чувствуешь, вот реально приезжаешь, то у тебя магазин Сочи, то у тебя, вот, пожалуйста, масло, специи, реально, то у тебя сейчас скоро 5, наверное, будет, я не знаю, чего ожидать от этого города.
Но если вы небольшой фанат базаров или мечетей и соскучились, отдыхая в Шарм-эль-Шейхе, почему-то более родному, христианскому, спешу вас обрадовать. В городе есть несколько замечательных храмов. Причем принадлежат они малознакомой нам ветви христианства. Если вы по каким-то причинам думали, что в Египте и в Шарм-эль-Шейхе в частности есть только мусульманские достопримечательности, то вы глубоко заблуждаетесь. Тогда скажите мне, что находится позади меня. Это Коптский собор. Пожалуйста, не забывайте о том, что копты – это первые христиане, которые появились в Египте. Они были здесь до исламского нашествия. И малочисленная, конечно же, по большей части, уничтоженная христианская коптская община Египта все еще сохраняется до наших дней. И недавно здесь возвели новый Коптский собор, на который мы и сегодня пришли полюбоваться. Этот собор называется так же высокопарно и поэтично, как выглядит – Небесная церковь. И хотя весь ее интерьер исключительно современный и новый, на ее иконы и роспись, казалось бы, можно любоваться часами. Напоминаю, что вся коптская церковь – это одна из первых христианских церквей в принципе. В честь апостола Марка, то есть любая церковь Марка, которую вы видите, с вероятностью 90% либо коптская, либо сирийская. И вот так она выглядит, конечно, это новая церковь, да, но интерьеры тоже завораживающие просто дух. Они обычно очень красочные, очень красивые, лики все такие светлые, в ярких красках исполнены. Вот так это выглядит. В полдень туристов здесь не очень много, зато на нижнем этаже можно обнаружить местных молящихся, безопасность которых охраняется несмыкающий глаз египетской полицией. На самом деле, друзья, очень круто по поводу безопасности. Кстати говоря, каждая абсолютно церковь, мечеть, любые достопримечательности, которые мы видим, они все охраняются полицией. То есть всегда есть рамки, всегда есть полицейские. И, конечно, это здорово, потому что это предотвращает потенциально какие-то теракты, преступления против туристов и против местных, которые посещают религиозные места. Так и должно быть во всех странах. Кто бы что ни говорил, но безопасно здесь не только в тех местах, где находятся полицейские, но и в целом на улицах города. Ничего плохого, кроме любопытствующих взглядов при виде белых туристов, вы здесь не обнаружите. Вот это, друзья, конечно, намного лучше, чем то, что вам представляют в отелях. Пожалуйста, школа, я не знаю, насколько слышно, как там кричат дети, родители их, недостроенные дома, да. Ну и, конечно, церковь, да. Церковь и мечеть – это показатель того, что здесь живут люди. А люди живут вот в таких вот домиках. Пока что не совсем плохих, даже прикольных. Вот. Но хотя бы настоящая жизнь. И, конечно, мы, как туристы, которые гуляем без охраны, без туристических автобусов, к нам постоянно подлетают таксисты, которые предлагают милосердно нас подвезти куда-нибудь. Вот. Но мы говорим, что мы хотим немножечко прогуляться. Буквально 10 минут прогулки по оживленным кварталам Шарм-эль-Шейха, и перед нами предстает не менее живописное христианское сооружение. Ну что, друзья, вот буквально через дорогу еще одна церковь. Здесь уже, мы так понимаем, не коптская все-таки. Больше похожа на католическую, судя по мессам, но архитектурно и в цветовом формате точно такая же, как та коптская. И я так понимаю, все равно модерновая, все равно такая современная достаточно. Чем больше гуляешь по городу и чем дальше пробираешься вглубь него, тем больше признаков настоящей жизни удается отыскать на его улицах. Ну вот, друзья, вы переживали, говорили мне, что Шарм-эль-Шейх город не настоящий. Тогда вот эти вот люди, у которых закончились пары сегодня, кто они, по-вашему? На самом деле, несколько километров буквально от ваших отелей. И вы уже в настоящем городе. Пусть не таком оживленном, как Каир, Люксор и другие города Египта, но тем не менее, самым, что ни на есть, настоящим. Такая прогулка не только вдыхает в вас нечто живое и не пластмассовое, нечто отличное от отельных громад, но и позволяет понять, как и где живут простые египтяне, которые трудятся на благо туристов. Ну вот так, друзья, выглядят настоящие домики. Вот здесь вот при школах, при детских садах. Достаточно хорошие на самом деле. Да, может быть, не самые плотные, но зачем, если здесь действительно жарко большую часть времени. Еще несколько минут ходьбы через самопровозглашенные футбольные поля, и перед вами открывается самая настоящая каирская мечеть. Ну что ж, друзья, мы добрались до второй достопримечательности мусульманского типа в Шарм-эль-Шейхе. Конечно же, мечеть. Находится она прямо позади меня и сильно напоминает нам об эпохе аюбидов, фатимидов и мамлюков.
Таких мечетей вы вполне много найдете в Каире и других древних городах. Ну и, конечно же, удивительным образом здесь, в Шарм-эль-Шейхе. Эта огромная мечеть Мустафы является одной из старейших, но только в пределах Шарм-эль-Шейха. Она была построена в 2005 году и до сих пор является самой вместительной из всех существующих в этом городе. Изначально ее строительство было задумано для нужд верующих и местных, однако в скором времени ее облюбовали и туристы, такие как мы. Тем не менее, все здесь, начиная от минаретов, заканчивая фасадами, дает нам возможность представить и увидеть некое вступление в мир архитектуры Каира и Фустата. На самом деле все элементы этой мечети очень сильно напоминают фатимидский стиль, то есть 11-13 век, я могу сейчас ошибиться точно в датировках, но она кажется самым древним вообще сооружением во всем Шарм-эль-Шейхе. Или, по крайней мере, очень-очень точной и классной репликой этих древних сооружений. Любуясь красотой исламской архитектуры, мы покидаем Шарм-эль-Шейх и Синай, осознавая в полной мере, что этот полуостров далеко не только пляжный отдых, дайвинг и все включено, но и то место, где находятся истоки авраамических религий, где в глуши горных верениц располагаются отшельнические монастыри с кустом неопалимой купины, давшие нашему миру заповеди, согласно которым мы, по крайней мере, пытаемся жить. Ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео, или если благодаря нему вы узнали что-то новое о Синае. Ну а мы поехали изучать Египет дальше. Пока-пока!